Здравствуйте, с вами вновь Лариса Левинская, и сегодня я буквально по зову сердца, по велению души, в прямом смысле этого слова, решила с вами поделиться своими впечатлениями и порекомендовать к прочтению книгу Робин Шарма «Лидер без титула». Несколько слов об авторе этой книги. Это Робин Шарма – известный американский коуч, писатель, наставник, мотиватор в вопросах лидерства, личностного роста, автор порядка 9 бестселлеров, автор всем известной книги «Монах, который продал свой Феррари». Скажу честно, что начинала читать эту книгу, но как-то не пошло, не вдохновилась. Сейчас думаю, может быть, стоит перечитать заново, попытаться вникнуть в суть. Итак, книга, которую вам хочу порекомендовать, это «Лидер без титула». Соответственно, честно скажу, что книгу читала в электронном виде, причем к своему стыду это была пиратская версия. Выполнить пожелания автора книги, изложенные на последних страницах, и рассказать как можно большему числу людей об этой книге могу разве что, записав это видео, разместив у себя в социальных сетях, а также на своем блоге, что я и делаю. Какое у нас отношение к лидерству? Мы считаем, что лидер – это человек, который наделен властью, титулом, званием, должностью, а рядовой человек лидером по определению быть не может. Прочитав эту книгу, всего 106 страниц, небольшой объем, вы поймете, что лидером может быть самый последний дворник, если он выполняет свою работу добросовестно, качественно, если он буквально считает и воплощает идею о том, что он лучший дворник в мире, если он умеет устраивать взаимоотношения с людьми, быть внимательным слушателем, быть лидером в первую очередь для себя. Я привела утрированный пример, но в принципе в книге приводится пример рядовая горничная, которая по имени Анна. Дальше я не буду пересказывать эту книгу, это дело неблагодарное. Единственное, что скажу, что книга действительно впечатляет, цепляет за душу. Конец несколько грустный, печальный, но в то же время это жизнь. Всегда бывают в ней утраты, победы, невосполнимые утраты. Книгу можно разобрать на цитаты. Приведу несколько цитат, наиболее понравившихся мне. Цитата первая. «Невозможно построить храм успеха на фундаменте отговорок». И вторая цитата. «Благодарность – лучшее противоядие от страха». Если тезисно говорить, то, как вы уже поняли, лидером можно быть без титула. В тяжелые времена рождают великих лидеров. Необходимо быть лидером в первую очередь для себя. Также автор дает конкретные рекомендации 7 основ лидерства, которые расписаны тот ежедневный ритуал, который необходимо стараться соблюдать человеку, который хочет воспитать в себе лидерские качества, стать лидером в жизни, оказывать положительное влияние на окружающих. Я еще во время прочтения этой книги делилась своими впечатлениями в социальных сетях. И помню, что, конечно, нам лучше всего запоминаются истории, рассказанные в книге «Storytelling рулит», как всегда. И вот одна из цитат, приведенных мной из книги, она буквально набрала огромное количество лайков, что было несколько неожиданно для меня, но оно того стоило. Меня впечатлила тоже эта история. Я вам буквально кратко расскажу небольшой эпизод из этой книги, чтобы вы прочувствовали ее настрой. Речь идет о том, что человек должен уметь быть внимательным слушателем, внимательным собеседником и на деле уметь коммуницировать с людьми для того, чтобы он был лидером. Это совсем не тот случай, когда человек выставляет свое «я» на показ и только говорит о себе любимом, не вникая в жизнь, не вникая в интересы окружающих коллег, сослуживцев и прочих людей. И вот Робин Шарма приводит конкретный пример из книг, когда человек описывает, как он устроился на работу в новую компанию, проходит тренинг по коммуникациям, по улучшению своих коммуникативных способностей. Все вроде бы хорошо, нужно пройти генеральный тест. Тест он, к сожалению, проваливает. А все почему? Потому что положительным ответом и зачетом этого теста являлся ответ на вопрос, как зовут уборщика, который ежедневно проводит уборку в помещении. А автор, главный, второстепенный герой, который повествует об этом тренинге, рассказывает о том, что он не считал нужным даже об этом узнать, потому что он считал этого человека человеком практически второго сорта, ему там было совершенно неинтересно, но приходит, убирает и все. Вот после провала этого теста герой заинтересовался, познакомился с этим уборщиком и узнал, что, оказывается, это удивительный человек, который помогает детям-сиротам, знает огромное количество книг по философии, очень интересный собеседник. Да я все к тому говорю, что пытаясь быть лидером, воспитывая все лидерские качества, не воспринимать людей, не делить людей на людей второго сорта и первого сорта.
Каждый человек по-своему уникален, он является чьим-то сыном, чьим-то отцом, и может общение с этим человеком дать вам какой-то определенный урок, какую-то пользу вы можете вынести из общения с любым окружающим для вас человеком. Это было небольшое отступление, именно цитирование книги, передача ее мысли. Еще раз настоятельно рекомендую найти время и все-таки прочитать книгу Робин Шарма «Лидер без титула». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!